Значит, смотрите, ребята, с этим новым картриджем проблема. Но получается, что я заменю только внутренние вот эти резиночки с пружинками, а картридж сам пластиковый будет стоять старый. Я сейчас покажу новый, как там сидит, и старый, как там сидит. Вот так оно смотрится с новым. Значит, смотрите, новый. Он здесь просто шатается. Я вот все с него снял. Оставил только резиновое кольцо. Новые вот эти запчасти я поснимал все. И вот видите, как на новом кольцо? Оно узенькое. На старом оно широкое. Черное кольцо, оно ровно сверху, заподлицо с пластиком. Оно вообще ничего не держит. Понимаете? Вообще ничего не держит. Кольцо же должно быть выше, чем пластмасса. Вот смотрите, я перевернул, и я за пластмассой вообще не вижу этой резинки. Вообще не вижу. Берем старое, так я за пластмассой вижу черную резину. Понимаете, в чем проблема? Вот эта резинка здесь стоит, она маленькая по диаметру, не такая толстая. Ну куда это годится? Что пластмасса, что резина одного диаметра. Конечно же, я это верну в магазин. Без проблем у меня его заберут. Вот я его вставляю, он там шатается. Смотрите. Он там ходуном ходит. Вставленный за подлицо уже. И ходуном там ходит. Да, друзья, вот такая вот ерунда получается иногда. Вроде покупаешь нормальную новую запчасть, а она нифига и не работает. Но я сейчас что сделаю? Наверное, вот эту резиночку попробую достать. Даже не попробую, а достану. А вот резиночка новенькая. Понимаете, да? Разницу. В новой, тонкой, и в старой. Ну фигня полная. Как такой завод вообще может выпускать? Они там что, вообще головами не думают? Пусть они ее забирают обратно, и головы там инженерные, пускай думают, что они выпускают. Значит, все, что я здесь поменял, это вот те вот внутренние сальники, которые на горячую и холодную воду. И собираем обратно. Ну вот на старом картридже ничего уже не бежит, как видите, все хорошо. Так что дело, в общем-то, не в самом картридже, а в тех двух сальниках. То есть, кто будет такое менять, достаточно заменить вот эти пружинки с резинками, с сальниками. И все. Даже пружинки, если у вас поставите старые пружины, они и есть пружины, им ничего не будет. Все, что нужно заменить, это вот две таких штучки. Два таких вот резиновых сальничка. Они продаются отдельно, стоят буквально копейки, центы. Но если $1-2 от силы. Они сплющены с годами. На них все время давит, и вот у них край приплюснут. Они просели по длине, из-за этого пропускают воду.
Все, весь ремонт вот в этих двух резиночках.